Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Старшая сестра». Я очень соскучилась по этому челленджу. У меня давно здесь не было, очень давно на самом деле. Но мы наконец-то вернулись. Мы будем продолжать строить наши отношения, растить наших малышей, прокачивать навыки и делать все наши школьные проекты. Я, кстати, уже начертила большой график, где есть все дети, все возможные доступные нам школьные проекты, 7 штук. И, в общем, они все будут их делать, я буду отмечать, потому что я запуталась. Перед этим у нас была только одна средняя сестра, которая делала эти проекты. Там, легко было, несложно посчитать 7 проектов, которые она сделала. В этот раз их трое, и все должны сделать эти проекты, поэтому немножко сложновато. Я себе помогла немножечко. Так вот, у нас здесь прошло уже немножечко времени, потому что в прошлой серии у нас было празднование, была попытка наладить отношения с молодым человеком у средней сестры, которая не увенчалась успехом. Он, кстати, к нам еще раз приходил, у нас поменялись к нему чувства. Ну, посмотрим вообще, что из этого выйдет, как это выльется, в общем, во что. Поэтому сегодня будем продолжать прокачивать навыки. По-моему, у нас выходной, и все остальные еще спят. У нас вот только Соня первая проснулась. Она не оправдывает свое имя, поэтому она первая проснулась. Да, все остальные спят, насколько я вижу, в наших крошечных комнатах. Я, кстати, в прошлый раз высказывала мнение о том, что, возможно, я расширю как-то уже комнаты, чтобы они не были такими какими-то камерами одиночными, если честно. Но я решила, что не буду это делать, просто потому что когда наши дети должны будут вырасти, у каждого будет по 5000, в общем, мне нужно накопить 15 тысяч. Я решила, что просто, когда накопится 15 тысяч, когда они доделают все свои проекты, когда они вырастут, я полностью перестрою дом. Возьму и полностью все переделаю, оставлю мебель, но все-таки планировку немножко переделаю, потому что у нас мало места, у нас тут куча всего. Ой, у нас опять родители, наверное. Ой, это родители, да. И что, они сломали нам всю сантехнику? Да, походу. Ой, у нас, кстати, тут уже новое дополнение паранормальное. Может, с ними можно как-то договориться. Но это, наверное, спиритический стол надо покупать, а он достаточно дорогой. Как-то прокачивать навык. Ай. В общем, нам родители опять тут нашаманили, наделали всяких дел, что расстраивает меня каждый раз, что они тут злятся. У нас, кстати, весна, но у нас еще снег. Да, у нас еще снег, мороз солнечный. Я думаю, за сегодня это все растает, потому что, видите, уже так чуть-чуть снега. Я заметила, что есть много снега, есть чуть-чуть снега. Вот у нас сейчас уже много снега. Я еще, кстати, тут включила эти желания. Зря, наверное, это сделала. Я что-то какие-то настройки переключала, и, в общем, в этом всем я включила мимолетные желания, так сказать. И, наверное, зря это сделала. Ну, посмотрим. Если будет мешать, отключу просто, и все. Так, у нас пока только Соня бодрствует. Она не может, кстати, у нас... Не, она, похоже, ничего не может сделать. Ой, это плескающаяся сантехника. Ой. Ох уж эти родители, блин. Только подкидывают проблем бесконечных просто. Они как бы их... И за счет того, что их нету и так проблем куча, потому что надо как-то себя обеспечивать, так они еще и сантехнику вечно ломают. Ну что это за родители вообще такие? Как вообще так можно? Все хлюпает, хлюпает. Она у нас супер внимательная, смотрите, какая. Так, давайте, наверное, тогда старшую сестру будить, потому что надо что-то с этим делать. Она тоже хочет как бы помыться и в туалет, но перед этим, дорогая моя, надо все починить, потому что если мы все будем менять за деньги, то мы никогда в жизни не накопим 15 тысяч. Ну, сначала почини, потом иди. Что уж поделать. Такая жизнь у тебя. Мне нравятся эти новые тапочки, которые добавили. Такие классные. Какие-то такие очень простые, но такие классные. Так, собачка наша носится. Что она хочет? Есть хочет. А ты, дорогая, вообще у нас покушала или нет? Скажи мне, пожалуйста. То, что кусочек торта, так он и остался. Великолепно, есть торт. Мне кажется, ты не поела нормально. Это все хорошо. У них, кстати, никто из них не сделал мост. Создание моста. Вот, я вычислила, что вообще никто не делал. Вот сейчас они доделают этот мост, и будем дальше смотреть, кто чего не сделал по проектам. Ну и что ты? Что ты стоишь, вот это грустишь?
Ты типа все сделала, ты молодец. Так, ну только у нас вот собака мешает, да? Ну, ты можешь принять душ, как-то переступить через собаку или нет? Нет? А поругать собаку? Отчитать, вот. Отчитай, пожалуйста, ее. Нужно прекратить. Еще раз. Можно? Ага, что? Один раз надо было это сделать, и все, серьезно? Так, ну тогда принимай душ. Уже все вроде, да? Собака отходит собака. Ну, наконец-то. Ты можешь принять душ и сходить в туалет. И ты можешь покушать. Сейчас все остальные проснутся. Кстати, надо бы уже, наверное, их будить. Потому что столько времени уже. Так, открыть. А там у нас есть еда, да? Мне кажется, я готовила, да. Последний кусочек торта. Ну, давай, доешь уже. Что у нас тут по вязанию? Всего 2 бодика. 140, 240. Ну, как-то маловато. Нам нужно что-то связать. Нам нужно помочь всем детям, конечно, сегодня сделать как можно больше проектов. А для этого им нужно помогать. Так, у тебя что-то все плохо. Что, спортом вчера занималась? Что ты такая вонючка. А, и это тоже серьезно. Ладно, этот мы заменим. Минус бодик. Но пока я дождусь, пока она сходит. Ой, это будет долго. Так, а ты надень наушнички. У тебя же есть возможность. Надень, пожалуйста. Так, наушники, капельки. Слушать. Ретро, пожалуйста. Пожалуйста. Мне будет приятно. И покушать ты хочешь, сильно хочешь. Но тебе нельзя тортик кушать. Ты у нас на пути к прекрасной фигуре. У тебя и так прекрасная фигура, но ты хочешь ее улучшить, чтобы получить хорошую стипендию. Так, у нас есть еще мужчина-то наш. Он дрыхнет до сих пор. Вот. Надо будить его, пусть он тоже встает, занимается. Я знаю, ты как-то не в восторге, съешь индейку, сходи в душ. Ну, давай занимайся, садись. Что это такое? Все должны быть в пределе, все должны заниматься. Так. О, вот как раз этот будик и купили, собственно говоря, который мы и потратили, по сути, уже потратили. Отправить через продавито. Что такое? Что у тебя случилось? Что ты переживаешь? А ты у нас там с монстром общаешься? Нет, не общаешься. Хорошо. Мне показалось, что она там с монстром... Да что ж такое с монстром общается? Почему я не могу выговорить слово монстр? Какое-то монстрозное слово. Так, доедай все, последний кусок. Ты почему-то отказалась от него? Ну ладно. Ешь. И помогай. Ну, ей, наверное, уже бессмысленно помогать. Она, наверное, уже... И все. Она очень вдохновленная. С чего она, интересно? Очень вдохновленная. Мне прям интересно. А ты у нас благо... А почему... А что это такое? То есть вот куча стульев. Она взяла и села на пол. Ну, вот так вот. Угу. То есть сидеть за столом кушать, это как бы не прикольно, я так понимаю. Вообще не интересно. Ой, что с этими симами не так вообще? Ты поможешь ей вообще? А что на нее собака гавкает? Она вообще спускается, барышня наша? Она до сих пор моется, серьезно? Обалдеть. И она не настолько большая, чтобы так долго мыться. Надо бы ей макияжика добавить, точно как-то она бледненькая. Ну, мне так кажется. Так. Угу. У нас нам надо еще, кстати, вот это все привести в порядок. Теперь она идет на месте. Угу. Да, это именно то, что я хотела. Угу. 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 Окей. Слушайте, она даже успела помочь ей немного, то есть она все утро уже тут понимает или учится. И она сейчас на финальную стадию такая, али, оп, и помогла. Молодец. Так, ты у нас мучаешься. Давай, работай аккуратно. Кто у нас поет? Он поет в душе. Так, ты кушать идешь? Ты идешь и кушать, правда? Хорошо. Он до сих пор делает. Долго.
А это в наушниках слушает. Таки меняется ее фигура, так интересно вообще, все происходит. Что-то раньше никогда не занималась таким, чтобы персонаж худел прям. Ну, как бы спортом, конечно, не занимались, но чтобы так заметно худели, нет. Так, ты кушаешь. Потом займись тогда проектом. Потом, наверное, пособирает она у нас вот это все. Ну, в смысле, как его называют? Урожай. Урожай пособирает. Так, наполни, пожалуйста, собачью миску на всякий случай. Мне кажется, она там закончилась. И помоги с проектом. Ты всем по очереди должна помогать. Все должны быть в равных условиях. Тем более, что это повышает твою ответственность, которая там вообще на нуле, потому что она у нас гиперответственная. Зато контроль над эмоциями. Вот, видите, у нее ответственность повышается. Решение конфликтов у нее не очень. Сочувствие что-то как-то, есть вроде такое. Она полностью все контролирует. Так, завершила проект. Отлично. Она сейчас доест и начнет, наверное, тогда новый проект, да? Ой, нет. Что-то у нее все плохо. Ну, доедай. Доедай и... А что? И что-то на унитаз натыкала. Исай как настоящий чемпион. Наверное, шахматы поиграть, потому что шахматы хорошо поднимают досуг. Ну и что ты стоишь, слушаешь музычку? Ты вообще-то должна идти и заниматься. Тем более, что ты очень внимательная. У тебя прям идеальное настроение для этого. Ой, надо сразу забрать его, чтобы я не... Так, давайте я вас, наверное, ускорю. Я, кстати, в своем блокнотике только что отметила, что Соня у нас доделала мост. Сейчас она немножко себе получше настроение сделает, и тогда продолжим. Ой, у нас унитаз забился. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, сейчас она им поможет с проектом. И надо будет поубираться немножко. Ой, нет, я не хотела разбирать на детали. Зачем она нам надо? Эти детали не так уж много стоят. Так, она просто сидела. Это он? Так, почисть, пожалуйста, унитазик. Так, вы должны вроде вдвоем быстро закончить этот проект. Насколько я помню, когда помогаешь с проектом и с домашним заданием, он чуть ли не в 2 раза быстрее делается. Вы серьезно? Да что ж такое происходит? Просто все в этом доме рушится. Надо уже хорошую мойку покупать. Ну, кстати, холодильник, наверное, и плиту я не буду менять, и шкафчики вот эти вот не буду менять. А раковину надо поменять, потому что это уже просто не выносить. А кто к нам идет? Цель достиг. Точно, они же ставили какие-то себе цели на Новый год, слушайте. Тут у нас... пошел мимо, просто, ну ладно. Ну почему? Цели какие-то достигаются. Тут пришел. Но мы заняты. Мы все очень сильно заняты. Простите, извините. Так. Что у нас тут? Она хочет кушать, и она хочет спать. Но только вообще-то еще обед. Как так-то? Пусть она покушает. И, наверное, все-таки еще сделает один проект. Потому что какой спать? Какой спать? Вы что? У нее, кстати, уже 7 проектов. 7. 5 проектов. Всего 2 осталось. Сейчас я куплю ему ей недостающий. Этот какого, кстати, качества? Хорошее. Вот только превосходное одно. Печально. Итак, оказывается, Соня у нас не делала самый простой и самый первый, как мне кажется, эксперимент, которым всем дают в школе, это вулкан. Поэтому она у нас как раз сейчас будет делать этот самый вулкан. Если она перестанет играть в шахматы, пойдет покушает и сделает вулкан, и тогда, наверное, пойдет спать. Но она, видимо, слишком рано проснулась, в общем. Я так и не поняла, почему. Так, у нас еще один проект закончен. Я поздравляю. Так. Нашего молодого человека. Генри хороший. Хороший так хороший. Так, тогда наверх, наверное, сходи в туалет, потому что нижний туалет сейчас будет занят, его будут чистить. Тем более этот чистенький, а этот будет занят. И мы сейчас посмотрим. У него, в принципе, все хорошо. Давайте, наверное, еще ему один проектик. Вот у него всего 4. Сейчас я его поставлю галочку и вычислю, какой ему следующий надо. Итак, интереснейшее дело, но он тоже не делал вулкан.
Да что это такое с ними? Никто из них не сделал вулкан. Мне кажется, всегда, в общем, это самое первое, что делают дети в школе. А, нет, она не сейчас пойдет туалет чистить, она ж пока еще поможет. Так, ты наконец-то кушать пошла, это хорошо. Так, у нас снег тут тает, нет? Наша собака что-то колбасится. У нас снег не особо тает. Я думала, уже хочется весны, уже как-то хочется, чтобы снег растаял, была весна, солнце, тепло. Так, наша собака перестала, кстати, хлебать из туалета. Хорошо, что я догадалась. Я просто что-то как-то, когда вышло дополнение со зверями, я не активно была пользователем. Я, конечно, играю в Симсы все 20 лет их существования. Собственно говоря, как раз у меня были первые Симсы еще на диске. Еще такие все смешные. С одной едой всего. Как-то на тарелке что-то было. С несколькими семьями. В общем, я еще с тех пор играю, но с переменным успехом. Вот так вот периодически активно. Ну, не так активно, как сейчас. Это, конечно, у меня самый активный период. Вот. Ну, в общем, как-то кошек и собак я немножко пропустила мимо. Но я больше любила, конечно, кошек и собак в третьих Симсах. Они, конечно, были поинтереснее, хочу сказать. Там, по-моему, в третьих, по-моему, да, были лошади. Я тренировала, я помню, лошадей прыгать через эти всякие штуки. В общем, это было очень интересно. Ну ладно, и здесь тоже будут лошади как-нибудь, ну будут, я думаю. Так, ну что у нас? Он внимательный, это кушает. Это что-то... Она у нас всегда, да, чем-то недовольна? А, у нее холодно и мерзко. Ну, да, есть такое дело. Есть такое дело. Ну, что поделать? Так, ты хочешь кушать. Ну, завершать школьный проект. Отлично, отлично, я считаю. Так, давайте прячем. Интересно, ты тоже без вулкана? Сейчас я посмотрю в своей записи. Это у нас Терри. У нее тоже нет вулкана. Интересно. У них у всех не было моста и не было вулкана. Все остальное у них так вперемешку. Ну, давай тебе тоже купим вулкан. В общем, гимн нашего сегодняшнего дня, точнее, лозунг «Всем по вулкану». Слушай, ну у тебя все хорошо, остальное. Работай, пожалуйста, над этим, над вулканом. Ну, я знаю, что как-то немножко печально, ты подмерзаешь. Ну, хорошее качество. Ну, все, и работай. Сейчас она поубирает. Сейчас все будет. Сейчас Шерри включится и поубирает. Так, они похлопали. Все, садитесь дальше. Эта бедолага хочет спать. Ну, да. По-моему, эта штука должна быть... А, у них еще типа зима, что они в теплом должны быть, наверное, из-за этого. А потом мне надо еще вот собрать все эти... Еще в саду надо поработать. Да-да-да. Что ты крутишься вокруг? И бросила. И что? А, он типа был опущен. Вон оно чё, слушайте. Вот почему я не могла туда выкинуть ничего. Интересно, интересно. Давайте поможем немножечко. Куда ты пошла? А, ты пошла по этот. Хорошо, а потом уберись везде. Золушка ты наша. Протери пол. Покушай и помогай всем остальным детям. Потом, когда они пойдут спать, ты пойдешь вязать. Вот так вот. Вот такой я злой персонаж. Повелитель всех. Это выкинуть надо. Что у нас есть? Запеканка с тунцом. Ой, это будет тоже с удовольствием съела. Запеканку с тунцом. Наверное, очень вкусно. Так, и что, они все лепят, что-то там, что-то там. У нашей Терри такой вид, как будто она что-то интересное знает и вообще ей предстоит что-то очень хорошее. Но на самом деле она опять идет чинить всю сантехнику. Это какой-то кошмар, просто нескончаемый кошмар, который происходит из-за родителей. Они опять приходили, они опять все поломали. Я, в общем, буду убирать их могилы. Ну, это невозможно. Ну, как можно каждый день все чинить? Просто все брать и чинить каждый день. Это невыносимо просто, не знаю. Или попробовать убрать ванную, душ с первого этажа. Ну, неудобно будет. В общем, не знаю. Какой-то кошмар, честно. Это какой-то мой личный кошмар и кошмар Терри, что каждое утро у нее начинается с того, что она все чинит. Кстати, вчерашний вечер закончился тем, что практически все доделали, кроме, конечно же, Сони, потому что она, в общем, совсем уснула, и уже не до этого было. Так что ты все починила, да? Ты молодец.
Ну иди кушай, что ты мучаешься. А еще наша Терри ничего не довязала. Что-то эти проекты очень долго вяжутся. Давайте-ка продадим все. 160 нормально. Потому что у нас сейчас из овощей и фруктов у нас только лимоны. Да, только лимоны. Зимой растут. Я так и не поняла, куда делась моя картошка, которая должна была быть вроде бы как. Вот морковка. Ну, вот где-то спрячется здесь. Болгарский перец летом вообще. В общем, какая-то у нас немножко тут вакханалия. У нас, видите, в снегах стоят эти банановые деревья. Да, банановые деревья. Все остальное тоже стоит, видите, голые. Одни эти лимончики, смотрите, такие тин-тин-тин висят. Но мы их оставим для Терри, да. Ой, точнее, для Терри. Я уже в них запуталась. Каждый раз я в них путаюсь, но это всегда, когда много детей в семье, имена путаются. Так, покушай, что вообще не в настроении, помойся, пожалуйста, сходи в туалет и продолжай вязать, потому что нам очень нужны деньги. У нас больше 6 тысяч что-то и не поднимаются доходы наши, и это неправильно. Нам нужно, чтобы все продавалось, нам нужны деньги. Так, у нас что-то с настроением вообще не алло, она хочет с кем-нибудь пообщаться. Ой, ну общайся с кем-нибудь. У тебя же есть кто-то знакомый? Вот позвони этой женщине. Отправь счастливое сообщение. Вот, поболтай, пожалуйста. Собаку надо расчесать. Мне некогда этим заниматься. Она в одежде моется, да? Ну, это что-то новенькое. Экономия времени. Так, ой, у нас еще и этот. Не могу добраться, поэтому посылаю. А что такое у нас там? У нас там что-то растет. Сейчас разберемся с этим. У нас с садом происходит что-то странное. Да, здесь была виноградная лоза, но она не особо мешала, конечно, подойти к почтовому ящику. Еще когда я переместила, она обратно в виноградную лозу. И здесь почему-то клубничный куст у нас зацвел. Ну, в смысле, видите, он голый, но с клубничкой. Как это вообще? А здесь один виноград. И как? Я что-то не понимаю. И здесь, да, все начало цвести. Здесь клубничные. А почему у нас здесь одна клубника, а здесь еще 3? Что происходит? Ну, типа же весна начала, наверное, все плодоносит. Ладно. Терри придет, все разберется. Так, нам бы заплатить вообще за... Ну, раз уже. Ну, плати счета, что уже делать. Конечно, много, страшно. Но платить-то надо, потому что нам свет, газ, все нужно. Садись сюда. Пообщайся с женщиной, потом садись сюда. Ну, странно. Надо будет переместить, конечно. Может, я случайно так сделала. Все под снегом, но все цветет, что-то все плодоносит. А что вот это такое у меня? Львиный зев. Интересно, он дорогой? 16. Не особо. Так, заплатили. У нас все равно с общением как-то не очень. Так, ну вяжи, продолжай, потому что ну, там что-то как-то этот комбез очень долго уж вяжется. Что у нас дети расстроенные все. Вот, смотрите, красные. Ой, досуга нету. Нету досуга. Бедного ребенка заставляют учиться. Они сейчас уже придут, кстати. Они сейчас уже будем встречать их. Поначалу, видите, снег растаивает. Растаивает снег. Так, с возвращением. Эти стопай. Вы, конечно, молодцы. Банда такая идет. Смотрите. Этот уставший, этот злая, как обычно. Это суровый. Ой, какую она моську скрутила. Обалдеть. Нельзя же так, морщины будут. Ну, это нормальная даже. Она такая у нас симпатичная выросла. Этот уставший какой-то. А он у нас не выспавшийся. Так, дополнительные баллы. Так, молодец. Лучшая ученица. Так, держать. Молодец. Все отличненькие. Лучшие ученики. Отлично. Отлично. Так, ты у нас нормальная. Значит, ты должна... Почему ты не можешь посадить? Слишком холодно, чтобы заниматься посадкой. Серьезно? Вы серьезно? Обалдеть. Ну, тогда смени одежонку, пожалуйста. На зимнюю.
свое. Какой у нее тут веселенький костюмчик. И занимайся вообще-то этот. Собери весь урожай, пожалуйста, потом разберемся. Так, давайте дальше. Суровая женщина наша. Давай, иди играй. А ты, наверное, иди поспи. Ой, у него все плохо немножко. Я вас запустила окончательно. Так, давай чуть-чуть поспи. Так, ты вяжи. Просто вяжи. Да, она уже заканчивает. На самом деле уже домашку могут только мы не делать, потому что они уже и так отлично. А что ты не переоделась? Скажи мне, пожалуйста. А, ты переоделась, но еще не переоделась. Так. Ну, все, переоделась. Что, до сих пор слишком холодно? Да, ходить. Надо тогда с этот убрать, а то как-то того не этого. Давайте посмотрим, что у нас в магазине продается. Может, что-нибудь интересное? Уникальное? Ну, иногда бывает такое, что что-нибудь такое необычное. Так, где? Нет, не продавито. Или нет, 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 не услуга. Где? Купить в магазин? Нет. А где? Сведения о счетах. Что, я не вижу, что ли? Бывает. Школа по болезни. Нет. А, вот купить подарки. Я немножко не того. Так, грибы. Весенние растения у нас $100 стоят. 107 миллионов, точнее. Нет, не надо нам. Картофельно. Неинтересно. Летние растения. Маргаритка. Осенние. Овощи для новичков. Плод граната. У нас, по-моему, есть, кстати, гранат. Он должен... Бонсай. Вот он такой дорогой, потому что он плоды будет хорошо приносить. Робот-роза. Тюльпан. Давайте тюльпаночку рассадим, будет красиво. Так. Нельзя сажать, да? Ну вот снег зайдет и все посадим. Давай. Снимай урожай. У нас вроде до... О, наконец-то, слушайте, как она долго его вязала, а. Так. У нас, кстати, не купили. Так, выстави на продавец, пожалуйста. Это так и не купили. А он потому что плохого качества. Ну, конечно, кто его купит вообще? Ой, ну пусть он там висит, может кто-нибудь купит. А это у нас легендарное качество, слушайте, обалдеть. Так, а ты тогда иди присоединись к игре, а то у тебя что-то с настроением вообще не очень. Ты же выставила на продавито? Ты не выставила на продавито. А чё, у кого что произошло? Непонятно. Так, выставила. Сколько? О, 400, нормально. И парочку таких бодиков бы каждый день. Вообще бы жизнь заиграла другими красками. Кто тебе звонит? Хочет узнать, не хотела прийти к нему в гости. Давайте сходим к нему. У нас там такие сложные отношения. Посмотрим. Давайте. Окей. Итак, мы приехали к нашему... Забываю все время, как его зовут-то. Вольфганг Мунч. Я так понимаю, мы к нему домой приехали. Можно осмотреться. Смотрите, какой у них классный дом. О, у них даже комната для развлечений есть. Прикольно вообще. А это кто? Мунш, Мила, взрослая. Наверное, мамаша. Слушайте, она такая простенькая. Ну, в смысле того, что он такой весь супер какой-то готично выбеленный и все такое. Она такая просто мамочка. Я так понимаю, второго этажа у них нету? Да, нету. Прикольно. Вообще, конечно, интересно у них такое. Мне кажется, я когда-то играла в этом доме. У меня есть такое впечатление. Что-то его обстановочка мне очень знакома. Так, и, ой, кстати, я тут покупала тюльпаны, а они у нас это есть, и я купила дороже их, чем вообще можно было. Давайте как-то быстренько это все продадим, чтобы оно у нас тут не мельтешило. Ой, я отменила случайно. Слушайте, ну цветочки хорошо идут, цветочки. Я один тюльпанчик купила, нужно было все. В смысле, за цену. Ой, ладно. Бывает у меня. Так, ну это самое. О, слушайте, нам проект какой-то дали. Пневматическая ракета. А у нас Терри
делала ее, но у нас Соня, например, не делала эту пневматическую ракету. Они могут поменяться. Я рада, что нам хоть что-то дают в школе. Вот это мы потом посадим, приедем. Хорошо. Ой, она у нас вонючка, да? Ну ладно. По поводу отношений, я тогда пыталась их выстраивать, но что-то как-то у нас не задалось. Зато она его обожает. Она вот... Терри считает, что Вольфганг заслуживает всего самого лучшего, потому что он такой замечательный. При этом он задира, угрюмый, скрытый рыцарь, раскольник. Знакомый, не друг, не враг, просто так знакомый. В общем, как-то у них немножко не заладились отношения. Ну, давайте будем пробовать все-таки говорить о снах. Что там можно еще делать? Писать новую идею. Что там еще? Жаловаться на родителей, поделиться фотографией. Приложение. Показать приложение. Давай. Что ты делаешь? А это кто? Молодой. Интересно, это его брат или это его отец? Интересно. Так, ну хорошо. Что-то у нас тут происходит. Смотрите, какой у него нос интересный такой. Вообще, он интересный такой персонаж с черными бровями, выбеленный, подведенные глазки. Что ему не нравится? Не понравилось. Ох, же эти эмоции. А ты кто? Ты просто так проходящий мимо, да? Что-то там показывает. Приложение точно показывает. Так, ну давайте, пока он нейтральный, она вдохновленная. Давай хвастаться нарядом. Пока страшно переходить. Говори про прохладную погоду. В принципе, на тему погоды можно спокойно разговаривать. Про Ваху мы не будем. Хвастаться дурашливым поведением давай. Мы должны хотя бы друзьями стать с ним. Ладно, уже парни какие-то романтические. Критиковать не надо, душевный разговор. Путь ярости. Нет, не надо. Давай веселый. Давайте его пока попробуем забавную историю рассказать. То он какой-то никакой. Так, ну вроде нормальненько все идет пока, нормально. Так, хорошо. С ним как на бомбе, блядь, сидишь, непонятно, как он реагирует в следующий раз. До этого как-то у нас не очень было. Так, хорошо. Хорошо. Ничего, у нас осталась пародия. И что вы застыли? Так, ага. И чё? А он чё? Вот так вот. Ой, она такая симпатичная вообще. Обалдеть. А что это такое? Чем она недовольна? Я не поняла вообще. Или это пародия? Это, видимо, часть пародии, да? Это не просто болтают, да? О, вот, он уже счастливый. Давайте продолжать. Так. Ну, что такое? Что сочувствую? Что такое? Говори о снах. Извинись. Так, голосование закрыто. А мы ничего не голосуем, кстати, надо это исправить. Что ему... А что она сделала? Я не поняла. Что это было? Поболтать. А что неприятный разговор? Отлично. Видите, вроде все нормально, а потом и все. Типа, до свидули. Извинись перед ним, не знаю за что. Мне кажется, это он что-то сделает, а не она. Ну ладно уже. Я, кстати, не замечала, что у этого свитера сердечки тут. Прикольно. Все? Повседневное. О, ну хорошо. Это прям вообще... Он очень странный. Обсуди, пожалуйста, интерес. Она ему не нравится, да? Вообще, как бы. То есть она по нему сохнет, а он не нравится. Отлично, я считаю, отлично. Валять дурака. Давайте уже попробуем. Что уже делать? Раз мы так... Что-то как-то, ну да, не нравится.
Она ему, точнее, она ему не нравится, а он ей очень нравится. Она очень хочет ему понравиться. Какой-то печальный молодой человек прошел мимо. Так, так, ну, окей. Давайте, если вот эти два... Ой, она пахнет. Плохо пахнет. Так, Дин вроде хорошо валяет дурака. Нет. Да? Не пошло вообще? Серьезно? Ой, еще и папашка пришел, или брат пришел, непонятно кто. Респект и уважуха. Ох уж эти действия. Давайте. И давайте попробуем хотя бы один раз пофлиртовать. Попробуем. Мы, конечно, вонючки. Это не самое лучшее время. Но попробуем. Так на них осуждающе смотрят. Какой смешной. Так на него посмотрели, типа, что ты приперся вообще? Что ты тут делаешь? Все, действия у нас закончились. Она хочет есть. Так, нет, никакой поесть. Между прочим, мы тут занимаемся... Эй, куда вы все пошли? Нет, кушать нет, нет, нет. Нам надо хотя бы одно действие. Ну, что-то случилось с персонажем, я не могу. Ну, вот, все, появился. Один раз хотя бы. Вот надо было похвалить хотя бы. Получить приглашение на ужин. Нет, мне, конечно, хорошо. Там мамаша, наверное, приготовила. Все будут кушать. Она хочет вообще в душ, на самом деле. Она хочет уже пофлиртовать и уйти уже из этого странного дома. Давайте. Как она пойдет? Нет? Похоже, нет. По нему вообще непонятно, что он хочет. Как-то мямлит. Мнется, мямлит. Что это вообще такое? Ты либо принимаешь заигрывание, либо нет. Похоже, нет. В общем, он нас недостоин. Все, я так решила. Давайте посмотрим, что там в профиле персонажа. Что-то появилось, нет? Ой, как все сложно с ним. Нет, ничего не появилось. Все то же самое. Ну, просто теперь друг. Если хочется поплакаться в жилетку, друг всегда рядом. Ну, хоть что-то. Мы, конечно, до друга так долго шли. Ой, ладно. В общем, на этой ноте я предлагаю закончить сегодняшнюю серию. В целом у нас Терри превратилась в прекрасную даму. Я думаю, она достойна лучшего, чем вот это непонятно что, с которым очень сложно выстроить какие-либо отношения. Она потом пойдет еще в колледж, она там что-нибудь найдет себе, какую-нибудь достойную пару. Я очень сильно на это надеюсь. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся в следующих сериях. Пока-пока.